Всем привет, меня зовут Василя, это канал о вязании крючком. Все мои мастер-классы подробные и подходят для новичков. В сегодняшнем мастер-классе мы свяжем вот такой вот рюкзак, он связан из трикотажной пряжи и с кожаной фурнитурой. В высоту рюкзак получился у нас 27 сантиметров и по донышку 22 на 13 сантиметров. Вот такую вот кожаную фурнитуру продают обычно в магазинах, где продается пряжа, либо где продается фурнитура для сумок, также в интернет-магазинах. Я оставлю в описании ссылку, где приобретала я данную фурнитуру и пряжу. Теперь о клапане. Данный клапан у меня шел без замка, бывает идут сразу с замочком. И также на таких клапанах, на кожаных, бывает сразу идет кожаная ручка. У меня ее нет, поэтому можно связать из остатка пряжи и закрепить ее. Вот такая вот утяжка идет здесь. И вот такие вот регулируемые ремешки для рюкзака. Внизу я использовала полукольца карабины. Сверху можно также их использовать. Они выходят дешевле, чем кольца карабины. Просто я использовала кольца карабины, потому что их удобнее закрепить в нужное мне место. Также можно закрепить одно сюда посередине кольцо карабин и закрепить лямочки. Вы можете использовать также полукольцо. Сразу при вязании здесь его закрепляем. Для вязания нам потребуется 2 мотка трикотажной пряжи. У меня от фирмы Бисквит. Цвет пыльная мята. В моточке 100 метров. Ширина нити 7 миллиметров. Кожаная фурнитура донышко размером 12 на 21 сантиметров. Клапан размером 20 на 22 сантиметра. Утяжка. 2 лямочки для рюкзака. Вот такие. Регулируются они. Цвет также кожаной фурнитуры пыльная мята. Портфельный замочек. 2 кольца карабина. 2 полукольца. Крючок номер 4. Крючок номер 7. Отвертка для закручивания винтиков в портфельном замке. И маркеры. Итак, приступим к вязанию. При обвязке донышка мы делаем прибавки. По прямой стороне прибавок не делаем. Для наглядности я отметила маркером, где у меня будут идти прибавки. В донышке у меня 44 отверстия. Для узора нам необходимо количество петель кратное 4, поэтому я делаю еще 8 прибавок, всего получится 52 петли. Прибавки делаем вот здесь вот на скруглениях, симметрично с двух сторон. Берем крючок номер 4. Вводим в отверстие и захватываем рабочую нить. Вытягиваем петельку. Кончик нити мы будем укладывать вдоль вязания и провязывать вместе. Провязываем столбик. Далее вводим крючок в следующее отверстие. Ниточку мы держим всегда бороздкой кверху. Вот таким образом. Укладываем кончик. Вводим крючок в следующее отверстие. Вытянули петельку. И провязываем столбик. И так довязываем до маркера. Провязали до маркера. Здесь мы делаем прибавку. Провязываем в данное отверстие 2 столбика. 1 столбик. И в это же отверстие 2 столбик.
Вот так мы провязали прибавку. Далее в последующие 2 по одному столбику. Далее, где маркер, делаем снова прибавку. При провязывании ниточку вот эту сильно туго не стягивайте. Здесь снова делаем прибавку. Один столбик и в это же отверстие второй. И таким образом провязываем все донышко, где установлены маркеры, мы провязываем по 2 столбика. Обвязали донышко, делаем соединение с переходом на первый ряд. Вытягиваем петельку, заводим крючок вот сюда под косичку с обратной стороны, захватываем петлю и вытягиваем. Далее заводим нить вот сюда. У нас здесь образовались 2 ниточки, сюда посередине вводим крючок, с обратной стороны переворачиваем и вводим крючок под перемычку вот сюда. Накидываем петельку на крючок, затягиваем нитью, рабочую тянем нить. Затянули. Далее захватываем рабочую нить и вытягиваем. Вытянули петлю, провязываем столбик. Вот таким образом мы сделали соединение и перешли на первый ряд. Первый ряд стенок мы будем вязать столбиками без накида. Уже будем вязать крючком номером 7. Также в первом ряду мы закрепим сразу полукольца. Вот я отметила маркером, где я буду их закреплять. Вот здесь вот мы начнем закреплять за первый столбик и за второй. То есть кольцо, полукольцо мы будем провязывать 2 столбика. Далее довязываем до следующего маркера и точно так же здесь за первый и за второй столбик. Между, получается, полукольцами у нас будет расстояние 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков. Провязывая первый ряд, мы будем захватывать вот эти вот верхние дужки косички и крючок вводить под перемычку. Ниточку ложим бороздкой кверху, захватываем верхнюю дужку косички под перемычку, вытягиваем петлю. Петелька вытягивается на высоту с петлей на крючке. Провязываем. Далее точно так же под верхнюю дужку, под перемычку и провязываем столбик. Провязываем полукольцо. Вводим крючок в полукольцо. Затем точно таким же образом под верхнюю дужку, под перемычку и провязываем столбик. И таким же образом провязываем второй. Вот так мы закрепили полукольцо.
Далее провязываем до конца, до следующего маркера. Здесь также провязываем полукольцо и довязываем до конца. Делаем соединение первого ряда. Вытягиваем нить, заводим крючок под косичку, захватываем петельку и вытягиваем. Далее крючок вводим в центр галочки, вот сюда. Петельку накидываем на крючок и рабочей нитью затягиваем. Далее захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и провязываем столбик. Далее провязываем еще 2 столбика в центр галочки. Крючок вводим в центр столбика и провязываем столбик. Следующую снова столбик. Далее делаем удлиненный столбик, вяжем его в основание столбика, вот сюда вот. В последующие 3 снова провязываем центр. Крючок должен с обратной стороны выходить по центру. После 3 столбиков снова вяжем удлиненный столбик в основание. И далее снова провязываем 3 столбика в центр, снова удлиненный столбик в основании. Итак, чередуем, довязываем до конца. Второй ряд у меня закончился удлиненным столбиком. Делаем соединение, вытягиваем нить, заводим крючок под косичку, вытянули петлю и крючок заводим в центр галочки. Накидываем петельку и затягиваем. Провязываем столбик. Далее провязываем удлиненный столбик. Три столбика провязываем. Далее снова удлиненный столбик. В основание столбика вводим крючок и провязываем. Далее снова 3 столбика. Провязываем центр галочки. Не забываем, крючок должен выходить всегда по центру с обратной стороны, для того, чтобы у вас столбики были ровные. Вот таким образом довязываем до конца 3-й ряд. Здесь делаем такое же соединение, как в предыдущем ряду. Получается, у нас удлиненные столбики идут как бы лесенкой. И в следующем ряду уже удлиненный столбик мы будем провязывать вот сюда. Постоянно будет задвигаться в каждом ряду. Последующие ряды провязываем самостоятельно. Я провязала 22 ряда. Теперь мы сейчас делаем соединение, и 23 ряд мы будем вязать немного по-другому. Делаем соединение 22 ряда. Вытянули петельку. 23 ряд мы будем провязывать столбики с накидом, поэтому вытягиваем петельку побольше на высоту столбика с накидом
И сейчас мы сделаем имитацию столбика. Для этого делаем оборот крючком слева направо. Захватываем рабочую нить, ведем вниз и выводим вперед. И провязываем. Таким образом мы сделали столбик с накидом. Далее мы заводим крючок также в центр галочки, делаем накид на крючок, вводим в центр и провязываем столбик с накидом. 2 петли провязываем и еще 2. Снова накид, центр галочки. И таким образом провязываем до конца 23 ряд. Делаем соединение 23 ряда и сразу же делаем обвязку. Вот у нас столбик. Заводим крючок также под косичку. Далее крючок уже вставляем между столбиками и данную петельку выводим. Заводим крючок в следующее отверстие между столбиками. Вытянули и провязываем через петлю. В следующую и через петельку. Провязываем до конца. Обвязали до конца, ниточку обрезаем и делаем соединение. Прежде чем пришивать клапан, мы должны прикрепить портфельный замок. Для этого мы берем вот эту верхнюю часть замочка. Здесь у него есть вот такие вот отверстия и вот его болтики. Мы его будем вот так вот закреплять. Я с обратной стороны отметила серединку. Вот так его вставляем. И очень хорошо закручиваем болтиками. Вторую половинку мы будем закреплять уже чуть позже к рюкзаку. Теперь мы будем закреплять клапан. Вот у нас последний ряд, это столбики с накидом. Здесь мы будем продевать утяжку. А ниже, вот в эти отверстия между столбиками, мы сейчас будем прошивать клапан. У меня в клапане 14 отверстий. И еще по одному отверстию мы оставляем по бокам. Получается 16 отверстий я должна измерить. С серединки отмеряю, ставлю маркеры. Вот отсюда мы будем начинать провязывать. Крючок берем номер 4, так как в клапане у нас маленькие отверстия. Заводим крючок вот сюда вот в отверстие и вытягиваем петельку. Далее прикладываем клапан. Заводим крючок в первое отверстие и далее между столбиками. Вытягиваем петельку и провязываем. Далее в следующее отверстие и точно так же между столбиками. Каждое отверстие между столбиками провязываем.
конце провязываем последнее 16 отверстие, ниточку обрезаем, полностью ее вытягиваем и прячем. И с внутренней стороны кончики прячем. Продеваем утяжку. Утяжку мы продеваем вот сюда, вот между столбиками. С задней стороны она остается под клапаном. Выравниваем ее. И нам осталось только закрепить вторую часть замочка. Для этого мы находим серединку, где у нас будет закрепляться вторая часть. Вот она, вторая половинка. У нее есть вот такие вот усики. Нам необходимо отрезать вот такие две полоски пряжи. Вот таким образом их укладываем. И вот эти усики просто загибаем. Далее протягиваем кончики через рюкзак и уже с обратной стороны их завязываем и кончики прячем. Вот такой вот рюкзачок у нас получился, очень красивый. Я уже закрепила кольца карабины и лямки для рюкзака. Надеюсь, вам все было понятно. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях. Всем отвечу. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.